Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот замечательным узором. К сожалению, выбрала немножко не ту пряжу, в том плане, что для этого узора должна быть пряжа более толстая, ну такая, чтобы вязать ее где-то спицами, начиная от пятерки, чтобы этот узор смотрелся довольно-таки эффектно, красиво и привлекательно в изделии. У меня здесь на образце пряжа Ярнард джинс, и спицы такие, ну, сами понимаете, что это небольшой размер, где-то тройка, 2,5 максимум, ну, минимум, да. Э, И вот такой вот образец получился. В принципе, тоже довольно-таки неплохо, но лучше выбирать пряжу такую довольно толстую. Преимущество этого узора в том, что он с двух сторон абсолютно одинаковый. Вот не знаю, насколько видно вам, конечно. Ну, на фото будет более видно. Я вам вставлю, вы посмотрите. Так, что еще? Раппорт данного узора составляет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Ничего сложного нет. Комбинация из лицевых и изнаночных петель. Узор идеально подойдет как для джемпера, топа, шарфа, снуда, комплекта какого-то, варежки, комбинезона детского, шапки, все что угодно. Еще, ну и как бы плюс в том, что он двухсторонний, этот узор. Вот. Ну что, давайте начнем. Я вам покажу. Вот у меня здесь такой образец есть, еще один маленький, да. Здесь уже пряжа идет немножечко потолще и смотрится уже узор более четко и выразительно. Так, давайте начнем. Ничего сложного нет. Здесь у меня 2 раппорта набрано, потому что, ну, один было бы совсем уж очень мало. Значит, кромочную я снимаю. И первый ряд. Здесь будет, получается, сначала 2 изнаночные, потом 2 лицевые петли. В первом ряду изнаночные петли я буду провязывать не за переднюю стенку, как обычно, да? Вот провязываем изнаночную. Ну, я всегда вяжу за переднюю, а за заднюю. Если у меня здесь, конечно, лицевые. Когда здесь лицевые, и мне нужно вязать после этого изнаночные, провязываем всегда за заднюю стенку для того, чтобы наша петля не была перекручена, а ровно располагалась и смотрела в нужном направлении, так сказать. Вот. Дальше идет 2 лицевые. Здесь та же история. Провязываем не за заднюю стенку, тогда петля уже скручивается у нас, а за переднюю. То есть разворачиваем, чтобы она ровненько ложилась. Провязали одну и провязываем точно так вторую лицевую. Дальше повторяем наш раппорт узора. 2 изнаночные, 1, 2 и 2 лицевые, 1, 2. Это наш первый ряд. Второй ряд узора. Все петли вяжем по рисунку, как идут изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми, но здесь уже как бы подхватываем ниточку так, как и нужно. То есть в изнаночных петлях за переднюю стенку подхватываем, провязываем, а в лицевых рядах за заднюю стенку подхватываем и провязываем. Потому что здесь уже расположение петель развернуто в нужном нам направлении. Теперь третий ряд. В третьем ряду будем делать все то же самое, только поменяем местами лицевые с изнаночными, и все. Получается, здесь, где у меня были изнаночные петли, я буду провязывать лицевые. И точно так. В третьем ряду я провязываю лицевые за переднюю стенку. 1 и 2. А изнаночные вот здесь я уже буду провязывать тоже за заднюю стенку, как и в первом ряду. И все, ничего сложного нет. В принципе, если вы хотите, вы можете вязать так, как вам нравится, и не смотреть там, где задняя стенка, передняя стенка, а вязать как вам удобно. И все. Главное, чтобы было комфортно. И четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем уже по узору. Все как идет. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Ничего сложного нет.
Все, и вот такой вот узор получается. Не знаю, насколько вам заметно. Вот здесь, мне кажется, получше видно. Выбрать пряжу, выбрать цвет подходящий. Это будет просто космическое изделие.